После введения в обращение 14 июня 2021 года новых денежных знаков в виде банкнот достоинством 2000 и 20 тысяч сумов, 20 августа 2021 года Центральный банк Узбекистана принял решение о выпуске в обращение с 26 августа 2021 года новых банкнот номиналами 5000 и 10 тысяч сумов. Тематика этих банкнот также посвящена Великому Шелковому пути, а также истории древних городов Самарканда и Ташкента. Всем привет! Вы на канале World of Money Мир банкнот. С вами Артур, и сегодня вашему вниманию представляю пополнение и обзор новых банкнот Узбекистана 5000 и 10 тысяч сумм 2021 года. Итак, первая банкнота 5000 сумм 2021 год. Размер банкноты 142 на 69 мм, преобладающий цвет лицевой и оборотной стороны зеленый и коричневый. На лицевой стороне в левой части банкноты изображен памятник Шердор Мадраси в Самарканде, построенный в 1619-1635 годах. Медресе Шердор, в переводе Медресе Сальвами, исламское образовательное, духовно-просветительское и мемориально-культовое сооружение 17 века в Самарканде на площади Регистан. Некогда правитель Самарканда Ялангтуш-Бахадур покорил не один народ и к концу жизни хотел окружить себя только красотой и духовной радостью. По совету мудрецов в 1619 году он решил построить новый медресе напротив старого имени Улугбека на площади Регистан, тем самым увековечив свое имя. Бухарскому зодчему Абдуле Джаббару он приказал поставить такие купола, чтобы само небо им позавидовало. Зодчий выполнил указ, работы завершились в 1636 году, но красивая конструкция оказалась настолько непрочной, что через несколько лет купола начали проваливаться. Так здание простояло 3 века, до 1962 года, пока советские реставраторы полностью не восстановили прекрасное творение. Современное название Шердор оно получило по мозаичному узору на тимпане его парадного портала. Мастер декора изобразил сцену охоты на джейрана, фантастического зверя из семейства кошачьих, напоминающего тигра, но с гривой льва, в лучах восходящего солнечного лика. Сюжет, изображенный на портале медресе, со временем стал один из национальных символов Республики Узбекистан. Изображение знакомо многим нам, интересующимся банкнотами Узбекистана. Оно украшает оборотную сторону банкноты 200 сумм образца 1997 года. Вместе с медресе Улугбека и Тиля Кари Шердор образует целостный архитектурный ансамбль. В 2001 году вместе с другими достопримечательностями Самарканда внесено в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На светлом фоне с правой стороны банкноты расположен локальный водяной знак в виде верблюда, символа караванных дорог Великого Шелкового пути, и номинал 5000. С правой стороны банкноты в толще бумаги расположена металлизированная машиночитаемая защитная нить с текстом шириной 2 мм. В верхнем левом углу расположена цифра 5000, отпечатанная цветопеременной ОВИ краской. В зависимости от угла просмотра цвет номинала меняется от пурпурного цвета к зеленому. В верхней правой части банкноты расположен текст «Центральный банк Республики Узбекистан». В правом верхнем углу банкноты коричневым цветом изображен герб Узбекистана. Расположенный на правом и левом краях специальный элемент, выполненный коричневым цветом, предназначен для лиц со слабым зрением и за счет рельефности изображения дает возможность определить на ощупь достоинство номинала. В нижней части банкноты на фоне орнаментального узора отпечатано скрытое изображение в виде аббревиатуры УЗ, видимое под определенным углом наклона по отношению к источнику света. В нижней части левой стороны расположена надпись 5000 сумм на узбекском языке и текст «Узбекский сум обязателен к приему по нарицательной стоимости во все виды платежей всеми хозяйствующими субъектами и населением, без всяких ограничений на всей территории республики». Вышеописанные изображения выполнены с применением металлографического способа печати, дающие ощущение рельефности краски на ощупь. В правой части банкноты на светлом фоне отпечатаны круги разного диаметра, которые при копировании дают искажение изображения. На фоне национальной ткани хан-атласа
На карте Узбекистана линиями изображено направление караванных дорог Великого Шелкового пути. В верхней левой части изображен крылатый барс, являющийся символом города Самарканда, изображение которого выполняет функцию регистра, служит для совмещения лица с оборотом. При просмотре на просвет светлая часть банкноты совмещается с цветным фоном с оборотной стороны, образуя полноценное изображение. Номер банкноты состоит из двухбуквенной серии латинского алфавита и семизначного номера. В правой части номер отпечатан горизонтально, а в левой части вертикально. Оборотная сторона. На оборотной стороне банкноты изображен археологический памятник Афросиаб, относящийся к 8-5 векам до нашей эры. Афросиаб, древнее городище площадью более 200 гектар, является руинами древнего Самарканда. В правой части изображены керамический кувшин и поднос лагян, принадлежащие к X векам, найденные в руинах Афросиаба. В верхней части с левой стороны отпечатан текст «Центральный банк Республики Узбекистан» и год выпуска банкноты 2021. В нижней части с правой и левой стороны на одной линии белым цветом отпечатано достоинство номинала цифрами 5000. Также в верхнем правом углу расположена надпись 5000 сум на узбекском. Под этой надписью изображен крылатый барс, символ города Самарканда, который выполняет функцию регистра совмещающегося изображения. В нижней части банкноты расположен в качестве предупреждения текст «Подделка узбекского сума преследуется по закону». Рассмотрим банкноту в ультрафиолетовом свете. Лицевая сторона светится национальный орнамент слева и национальная ткань хан-атлас справа, вертикальный серийный номер левой части банкноты и защитные волокна. Оборотная сторона светится национальный орнамент в левой и правой части банкноты, немного центральная часть и защитные волокна. Это был обзор банкноты Узбекистана 5000 сум 2021 года. В следующей части я представлю вам обзор на банкноту 10 тысяч сум 2021 года. Всем большое спасибо за просмотр. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующую часть. А я с вами прощаюсь ненадолго.